Итак, всем привет! Доступна очередная сборка для тестирования под номером 25211 Windows WinX в канале Developer. Что здесь нового? Давайте сразу начнем. Настройки виджетов. В этом обновлении разделены средства выбора виджетов и настройки виджетов, чтобы было проще находить и взаимодействовать с каждым представлением. Теперь средство выбора виджетов открывается кнопкой плюс, а настройки виджетов кнопкой Я. Что-то я тут такого даже не наблюдаю. Для русскоязычных инсайдеров как-то не очень-то и работает. Когда вы нажимаете настройки виджетов, нажав кнопку Я, с вашим изображением вы увидите три варианта поведения панели задач, которые вы можете включать или выключать. С помощью переключателей в настройках виджета вы можете контролировать, открывается ли панель виджетов при наведении курсора на значок на панели задач, контролировать, будут ли виджеты отображать значки уведомлений на панели задач, управлять тем, отображается ли содержимое живого виджета на панели задач больше, чем погода. Приложение Ножницы теперь может автоматически сохранять снимки экрана. На канале Dev представлена новая версия приложения Ножницы 11.22.09.2.0 с поддержкой автоматического сохранения снимков экрана. Ранее, когда вы делали снимок экрана, то должны были кликнуть по опции «Сохранить в приложении», а затем выбрать путь и имя файла. Давайте откроем с вами Ножницы и посмотрим. Может, тут этого нет? Так, я понял, надо включить VPN, наверное. А, нет. Пошло. Нет, пошло. Да, вот это оно. Вот. Инструмент Ножницы было показано, что может сохранять автоматически ваши снимки экрана. Например, мы делаем снимок экрана. Да, вот, снимки экрана, он уже сохранен. Давайте зайдем в папку изображения, снимки экрана. Вот вы сделали снимок экрана, а он уже сохранен. Давайте через Paint его откроем. Вот. То есть вы сделали, он уже сохраняется. Смотрите, еще раз, давайте сделаем. Я сейчас открою эту папку просто вот так вот. И давайте сделаем еще один снимок экрана. Допустим, вот. Давайте зайдем в Microsoft Edge, сделаем снимок экрана. То есть мы закрываем, Edge мы закрываем, мы видим, что снимок экрана создался. То есть вот. Вот он. Так, поехали с вами дальше. Ну это классно на самом деле. Улучшения и изменения. Панель задач. Добавлена ссылка на диспетчер задач при щелчке правой кнопкой мыши на панели задач. Так, ну давайте щелкнем. Не особо это видно. Я сейчас просто покажу, как это выглядит. Но я этого не вижу, чтобы на диспетчер задач была здесь ссылка. Здесь нет. Системный трей. Давайте дальше. Я покажу вам, как это выглядит. Эта сборка включает предварительную поддержку изменения порядка значков на панели задач для участников программы предварительной оценки, у которых есть обновление панели задач, которые начали развертываться в сборке 25197. Эти обновления системного трея все еще развертываются и пока недоступны для всех участников программы предварительной оценки. Так, проводник. Исправлена проблема, из-за которой верхняя часть проводника с полем поиска и адреса не работала, когда проводник был в полноэкранном режиме. Параметры. Вы больше не сможете удалять приложения с взаимозависимостью, например, Steam, и игровые приложения, работающие в Steam. Или восстанавливать приложение Win32 в разделе «Параметры». В разделе «Параметры» приложения, установленное приложение, вы по-прежнему можете изменять и удалять приложение Win32 без взаимозависимости. Это все, что было нового. Давайте поговорим об исправленных проблемах. Общее. Начато развертывание исправления на стороне сервера для решения проблемы, из-за которой неправильно отображалось сообщение дата, время и настройки часового пояса, что также мешало установке последних сборок Insider Preview. Далее проводник. Исправлена проблема, из-за которой элементы панели команд, такие как копирование, вставка и очистка корзины, иногда неожиданно не включались, хотя они были включены. Исправлена проблема, которая вызывала неожиданные черные полосы по бокам горизонтальных полос прокрутки при использовании темного режима. Если вы настроили пуск на отображение большего количества закрепленных элементов анимации открытия папок, ниже на странице теперь будет появляться в нужном месте. Панель задач. Исправлен частый сбой Shell Experience Host в последних сборках Dev, что влияло на надежность запуска быстрых настроек. Далее ввод.
Захват для перемещения панели Emoji и сенсорной клавиатуры теперь должен корректно обновлять цвет при переключении между темным и светлым режимами. Исправлена утечка памяти при повторном вызове переключателя ввода. Далее параметры. Исправлен сбой параметров, который мог произойти при изменении имени вашей мобильной точки доступа. Обновлены примеры, используемые в разделе «Короткое время» в разделе «Время и язык». Язык и регион, региональный формат, чтобы сделать 12-часовой вариант, а не 24-часовой. Более очевидным показывая утреннее и дневное время. Диспетчер задач. Настроены графики на странице производительности, чтобы сделать их более прозрачными, чтобы было легче увидеть линии сетки под ними. Сделано исправление для повышения надежности диспетчера задач. Исправлена черная вспышка, которую можно было увидеть при запуске диспетчера задач в упрощенном режиме. Исправлено несколько проблем, из-за которых цвет шрифта некоторых элементов был неправильным, нечитаемым при использовании контрастной темы. Разные. Исправлена проблема, из-за которой экранный диктор зачитывал сведения о календаре, который открывается при выборе даты и времени на панели задач, когда она была свернута. Исправлена проблема, из-за которой Explorer неоднократно аварийно завершал работу в песочнице Windows с оптимизированной для планшета панелью задач и обновленным системным треем. Исправлена проблема, которая могла привести к зависанию в некоторых приложениях при открытии диалогового окна «Открыть файл». Исправлена проблема, из-за которой у некоторых инсайдеров экран становился черным при недавнем включении HDR. Исправлена проблема, из-за которой после использования диалогового окна «Открыть с помощью» процесс мог продолжать работать, даже если он больше не использовался. Вот такие вот изменения, исправленные проблемы. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, делимся видео с друзьями. Будем следить дальше за развитием Windows. До встречи в новых роликах. Всем пока!